Пожалуй, нет ни одного такого второго спектакля в классическом репертуаре, который был бы столь разнообразен. Вот в спектакле «Дон Кихот» есть все. Комедийные моменты, есть трагические моменты, есть ультратрагические моменты, есть чистая классика. То есть все направления в классического балета, они все почему-то каким-то образом чудесным совершенно сконцентрировались именно в «Дон Кихоте» Минкуса. Мне помнится, наше время, по-моему, не было ни одного концерта, который не заканчивался бы номером, которого ждала публика. Это объявлялось гран-па из балета Минкуса «Дон Кихот». Я его обожал совершенно. Но когда я приступил к работе над ролью Базилия, то Алексей Николаевич Ермолаев, который сам был великим танцовщиком, и велик он еще и оказался тем, что именно с него у нас принято считать всплеск мужского танца и утверждение его, вывод его вперед, на первую линию, рядом с балериной. У него всегда было кредо. Он всегда говорил, что нет, я не могу уже танцевать так, как другие танцевали, я должен что-то такое новое сделать. Ну а как же в классическом репертуаре, Алексей Николаевич? Ну вот надо прямо. Мы же все-таки, мы каждый раз придумаем что-то такое в классе, а на сцене остается все по-старому. Все. И я убедился в том, что действительно, если мы хотим дать большую жизнь спектаклю классическому, то необходимо идти в ногу все-таки со временем. И к этим маленьким переделкам мы должны относиться очень строго, потому что только увеличивая количество красок, только проявляя музыкальность, которая звучит в нас на сегодняшний день, вот этих струн нашей души и струн героя, можно действительно взволновать публику. Алексей Николаевич с самого начала говорит, нет, так уже танцевать невозможно. Надо все-таки танцевать по-новому. Вы не представляете себе, сколько придумано было нами вариаций. Огромное количество разных совершенно. Сколько движений новых, сколько мизансцен еще плюс ко всему. Но по ДД, естественно, эти мизансцены, они были в меньшей степени использованы, но вот огромное количество па вдруг обрело свою такую опять последующую жизнь. Но Алексей Николаевич перевернул мое сознание совершенно. Сказал, что нет, это все уже все в прошлом. Надо что-то такое новое сделать, интересное. И тогда, в общем, вариацию мы перекроили совершенно. Но огромное количество пришлось отказаться от движений. Но то, что было в характере предыдущих постановок и сам стиль подачи каждого движения, они настолько органично тоже вошли, что буквально сначала публика восприняла это в ножи, ну и буквально прошел год, и я помню в Варне смотрю на объявляется «Па де гран-па» из балета Минкуса «Дон Кихот», и танцует пара. И вдруг я смотрю, что уже молодые танцовщики танцуют мою редакцию. И эта редакция так с тех пор, она так и до сих пор, она так и проходит так. Хореография Горского, хотя, в общем, она уже к Горскому небольшое отношение имеет. А большинство движений все, это уже то, что я танцевал, и после меня уже тоже. И тоже люди уже стали менять. И иногда мне хочется сказать так, давайте чуть-чуть вернемся, вспомним, что делал Чубукиани, что делал еще ряд танцовщиков. Но это ПДД, это действительно, это самый большой драгоценный камень, конечно, в этом спектакле.